Мы благодарим вас за отвагу, Оби-Ван Кеноби. И тебя, юный Скайуокер. Мы будем следить за твоими успехами. Палпатин умело манипулировал своим окружением, что в итоге позволило ему подняться на высшую ступень власти в галактике. Но насколько глубоким было его влияние на Энакина и когда оно начало проявляться? С момента их знакомства во время событий первого эпизода проницательный политик не выпускал из виду юного Скайуокера, постепенно налаживая с ним отношения и укрепляя в его глазах свой авторитет. Все, кто смотрел трилогию приквелов, прекрасно знают, чем все это закончилось. Но возможность увидеть, как с самого начала зарождался их непростой союз, наверняка покажется очень интересной. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам историю, которая произошла задолго до событий мести ситхов, еще в самом начале формирования отношений между Палпатином и его будущим учеником. Корусант. Кабинет Верховного Канцлера Палпатина. Юный Скайуокер, рад тебя видеть. Спасибо, что нашел время встретиться со мной. Я знаю, как много времени занимают тренировки джедаев. Конечно, канцлер Палпатин. Энакин делает исключительные успехи. Однажды он станет выдающимся джедаем. О, в этом нет никаких сомнений. У вас есть какая-то просьба к нам? Какое-то задание? Не совсем, мастер Кеноби. У меня есть одно небольшое дело, и я подумал, что Энакин мог бы меня сопровождать. Энакин весьма развит для своего возраста, но ему еще многому предстоит научиться, канцлер. Возможно, я мог бы пойти с вами вместо него. Джедаи несут ответственность за вашу безопасность и... Ерунда. Я и сам могу постоять за себя. В любом случае, там не будет никакой опасности. Не волнуйтесь. Не успеете оглянуться, как я верну его в храм целым и невредимым. Я понимаю, что его ждут тренировки. Как вы и сказали, мастер Кеноби, ему все еще многому предстоит научиться. Корусант. Нижний уровень. 2685. Зачем мы здесь, канцлер? Мне говорили, что спускаться так глубоко небезопасно. Тебе говорили. Но сам ты никогда не спускался так низко, Энакин? Нет. Я бы сделал это, если бы мог, но падаванам не часто разрешается покидать храм без сопровождения. Да, падаваны редко спускаются сюда. Но что еще необычнее, это когда один из этих людей попадает наверх. Знаешь ли ты, что ценится больше всего на Корусанте, мой мальчик? Я не знаю. Небо. Здесь, внизу, солнце – это миф. Мой предшественник, несчастный Валорум, был счастлив делать вид, что этих глубин не существует. Но я не могу. Это тьма, которой больше всего нужен свет. Когда мои должностные обязанности позволяют, я посещаю места, подобные этому. Я скрываю свою личность, как и мы сегодня, а потом, втайне от всех, я пытаюсь сделать что-то хорошее. Клуб Касакар. Не снимай капюшон, Энакин. Не хотелось бы, чтобы нас узнали в этом месте. Конечно, Я хотел сказать «конечно, сэр». Энакин все еще не понимает, зачем канцлер пригласил его в это странное заведение, однако предпочел не задавать лишних вопросов. Спасибо, что нашел время сопровождать меня сегодня, Энакин. Я знаю, что обучение джедаев отнимает у тебя много времени. Должен сказать, что в некотором смысле я завидую вам, падаванам. Обучение в храме, как это происходит у вас, уже в столь юном возрасте ваша жизнь предопределена. Вероятно, это все упрощает. У вас нет проблем с выбором. Не то, что у меня. Вся моя жизнь состоит из сложных решений. Да, это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Ты только посмотри на это место. Здесь можно купить все. Абсолютно все. В этом клубе каждый день покупают и продают жизни. Это отвратительно. О, прости. Мне не стоило говорить об этом. Я знаю, откуда ты прибыл, Энакин. И надеюсь, что не задел твои старые раны, упомянув о рабстве. Все в порядке, канцлер.
Я уже не так часто думаю об этом. И мы с тобой оба знаем, что это неправда. Я не понимаю, если это место так ужасно, почему Сенат ничего с этим не делает? Кто? Эти бюрократы. Умоляю тебя, мой юный друг. Здесь полно сенаторов. Каландрус, сенатор системы Сантилла. Влиятельный и достойный осуждения. Считает Сенат своим личным банком. Выводит деньги с каждой планеты, находящейся под его влиянием, предлагая покровительство в обмен на кредиты. Я знаю, как это происходит. Многие так делают. Но он очень осторожен. Только небольшие суммы за каждую транзакцию. Трудно доказать. Но хуже всего то, что это работает. Он один из самых влиятельных членов Сената, и это влияние продается. Хотел бы я, чтобы удача отвернулась от него. Каландрус зависим. Он раб своих импульсов и будет раз за разом бросать кости в надежде отыграться. И проиграв достаточно много, его жадность завершила бы дело. Он начал бы брать все более крупные взятки, а это оставило бы след. И мои агенты наконец-то смогли бы доказать его коррумпированность. Мы могли бы сместить его, вернуть справедливость в Сенат. Но, увы, боюсь, это всего лишь мечты. Ну же, дай мне наконец хоть что-то! Мне жаль, сенатор. Ставка проиграна. Нет! Приняв смех на свой счет, Каландрус вместе со своим охранником немедленно подошли к столику, за которым находились Палпатин и Энакин, намереваясь разобраться с обидчиком. Что именно тебя так рассмешило? Не дожидаясь ответа, охранник Каландруса сразу же хватает канцлера за одежду. Сенатор задал тебе вопрос. Палпатин видит, как рука Энакина скользнула вниз за световым мечом и успевает вовремя его остановить. Нет, Энакин, не здесь. Мой сын пошутил, я рассмеялся. Вот и все. Теперь, если вы меня отпустите, мы пойдем. Как раз собирались уходить. Я прослежу за этим. Могу я задать тебе вопрос, Энакин? Конечно, канцлер. Все, что угодно. Твои джедайские способности позволяют тебе перемещать предметы с помощью силы. Не так ли? Да. На самом деле, я очень хорош в этом. Лучше всех подаванов своего возраста. И большинства старших тоже. А могут ли эти способности быть использованы для перемещения, скажем, кубика? Корусант. Кабинет Верховного Канцлера Палпатина. Это было невероятно, канцлер Палпатин. Этот продажный сенатор. Теперь вы сможете его прижать. Я попытаюсь, но Каландрус – лишь одна змея из многих. Открытая попытка сместить его с поста может быть опасна для меня. По правде говоря, мне не следовало впутывать тебя в дела Сената. Это было совершенно неуместно, однако я... Но у вас есть джедаи. Вы можете попросить их сделать это для вас. Энакин, джедаи не принадлежат мне. Они находятся во власти Сената. Попросить их арестовать сенатора – это было бы серьезной проблемой. Если бы их обязали подчиниться моим приказам, я был бы никем иным, как диктатором. Я не хочу этого. Если вы не можете, и джедаи не могут, кто тогда может? Это, мой мальчик, вопрос, который не дает мне спать по ночам. Пожалуйста, сделай старику одолжение. Не рассказывай об этом своим мастерам-джедаям. Я не уверен, что они бы одобрили. Да, вероятно, что так. Энакин, это не мое дело, но могу я тебя спросить, ты счастлив в храме? Конечно. Обучаться, чтобы стать джедаем – это все, что я когда-либо хотел. Я понял. Я чувствую себя в долгу перед тобой, Энакин. Ты оказал мне огромную услугу, когда моя родная планета была атакована. Я хочу, чтобы ты знал, что для тебя всегда есть место рядом со мной. После завершения твоего обучения, конечно. Я мог бы найти замечательное применение такому молодому человеку, как ты.
Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.